Всем привет, на связи Нарго. Надеюсь, вы соскучились по туториалам, потому что в этом видео я расскажу, как я сделала парные клинки для своего косплея по Monster Hunter. В серии Монхан огромное количество яркого оружия на любой вкус и цвет. Мне хотелось выбрать что-то небольшое, а такого в Monster Hunter мало, и подходящее под цвет сета. Вот я и выбрала парные клинки из белого Фаталиса. На момент создания костюма и публикации видео его еще нет в Monster Hunter World. Белый Фаталис, на мой взгляд, один из самых прекрасных и ужасных драконов во всей серии, а еще у него очень крутая музыкальная тема. Предыстория закончена, перейдем к самому туториалу. Итак, я нарисовала и распечатала выкройку. Кстати, ее можно найти в моем магазине по ссылке в описании. Начнем с более простого и маленького клинка. Я размечаю его на 10 мм EVA foam, то есть EVA-пенки, вырезаю основу. Для стабилизации каркаса я беру небольшую ПВХ-трубку и вклеиваю ее в основу клинка на горячий клей. Также я приклеиваю еще 10 мм пенки с обеих сторон, итого у меня 3 слоя пенки по 10 мм. После этого я срезаю лишнее ножом, затем гравером, чтобы сделать основу более покатой. Из более тонкой, но плотной пенки в 3 мм я вырезаю еще одну деталь, которая будет формировать рельеф на моем клинке. EVA-пенку я склеиваю между собой на контактный клей, он же 88, он же Момент Classic и его аналоги. Снова срезаю лишнее. Итак, форма клинка постепенно наращивается. Чтобы закрыть стыки между слоями пенки, я использую Foam Clay. И также с помощью нее я вылепляю рельеф, который будет имитировать драконью чешую. После полного высыхания Foam Clay я гравером сглаживаю границы между разными пенками, а также делаю основную текстуру на чешуйках по всему клинку. Чтобы совсем сгладить стыки разных текстур между собой, я заполняю их акриловым клеем для швов и сглаживаю его небольшим количеством воды. Затем я прошкуриваю все это дело. Приклеиваю шипы. Снова сглаживаю стыки Foam Clay. Выжигаю текстуру паяльником. Также можно сделать интересную мелкую текстуру, если нагреть пенку строительным феном и быстро прижать к ней смятую фольгу. Весь клинок я покрываю недорогим аналогом пластидип, то бишь жидкой резиной, в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Клинок готов к покраске. Сначала я крашу его аэрографом, постепенно от темного к светлому. Затем я снова затемняю те места, которые хочу углубить и выделить. Далее я прохожусь по всему клинку акриловой краской, затем убираю салфеткой краску с поверхности. Так большая часть краски остается в текстуре пенки и подчеркивает рельеф. Кое-какие детали я подкрашиваю вручную, светлые места выделяю сухой кистью, добавляю брызги, докрашиваю аэрографом рукоять. После высыхания краски я покрываю клинок прозрачным лаком. Перейдем ко второму клинку. В основном этапы создания у него такие же, как и у предыдущего, с некоторыми изменениями. Опять основа из 10 мм EVA-пенки. ПВХ-труба для стабилизации. Основной каркас у меня состоит на этот раз из двух слоев, а из более тонкой пенки я закрываю ПВХ-трубку с обеих сторон. Снова срезаю лишнее и гравирую. С этого момента начинаются различия. В оригинале видно, что клинок разделен на 3 части, по которым идет чешуя. Я разрезаю мою выкройку на эти части, чтобы разметить линию, где будут перепады в плоскости. На эту линию приклеиваю полоски из пенки примерно по 1,5-2 см высотой.
Я разрезаю мою изначальную выкройку на сегменты или чешуи и подписываю каждую деталь с двух сторон, потому что мне нужна чешуя для обеих сторон клинка. Размечаю каждую чешуйку на 5-мм пенке. Вырезаю с допуском по 1 см с каждой стороны. И вот сколько у меня получилось чешуек. Я дополнительно раскладываю их в нужном порядке, чтобы проверить, все ли на месте. Также я себе намечаю направление, с какой стороны одна чешуйка будет приклеиваться на другую внахлёст. Я заметила, что в оригинале нижний ряд чешуи идет в противоположном направлении от двух других рядов, и мне также захотелось это повторить. Со стороны, где будет клей, я срезаю пенку, чтобы углубить рельеф между чешуйками. Далее я гравюром сглаживаю скос на каждой чешуйке, делаю на нем небольшую текстуру, а также выравниваю следы от ножа по боковым срезам. Наконец, я собираю весь этот пазл, склеивая чешуйки на контактный клей в нужном порядке, внахлёст одна на другую. Итак, у меня получилось 3 ряда чешуи, которые я также склеиваю между собой. То же самое я повторяю и с другой стороны. И получившуюся чешую я приклеиваю на основу клинка. Самый конечный и самый большой сегмент вышел маловат, поэтому я вырезала его еще раз, на этот раз с допуском по 2 см с каждой стороны. На этот раз он был впору. И затем я снова в гравюрную работать над текстурой. Я хаотично провожу гравюром по поверхности, чтобы сделать рельеф то ли под кость, то ли под чешую дракона, я так и не определилась. Далее процесс вам уже знаком. Я закрываю стыки и делаю дополнительный рельеф из фоам клей. Снова гравирую, и вот клинок уже похож на свою финальную версию. Акриловый клей на стыке. Жидкая резина в качестве грунта. Для базового цвета я использую аэрозольную краску Монтана. На такой большой поверхности без аэрографа не обойтись. Я высветляю самые выступающие части рельефа. Потом затемняю в несколько слоев. Сначала желтым цветом, затем теплым коричневым, затем красным. Потом я смешиваю теплый коричневый с зеленым и делаю более активное затемнение. Затем я снова высветляю выступающие части светло-бежевым цветом и им немножко приглушаю яркий желтый и красный. Некоторые места я подкрашиваю вручную акриловыми красками. В основном я делаю акценты на красном, углубляю тени. Высветляю самые выпуклые части и добавляю брызги. Ну а дальше лак, и вот какие клинки получились. Светлый клинок вышел в 120 см длиной, темный чуть больше 90 см, при том, что я их немного уменьшила относительно оригинала. И хотя они оба очень легкие, светлый клинок немножко нестандартной формы, и основная часть веса приходится не на рукоять, а на острие, поэтому лично мне его довольно тяжело было держать в руке. И в оригинале четко указано, что большой клинок для левой руки, а она у меня как раз слабее. Поэтому на фото и видео можно заметить, что я в основном держу этот клинок либо у себя на плече, либо он опирается о землю. А на тех редких кадрах, где я его держу без опоры, мне приходилось очень тяжело. Возможно, надо было сосредоточить его вес у рукояти, а лезвие сделать полым. Но об этом я подумала уже после того, как все доделала. Что ж, век живи, век учись. В любом случае, я довольна результатом, и клинки стойко пережили испытание речной водой. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным.
Как обычно здесь говорят, подписывайтесь, ставьте лайки, но любая ваша активность действительно мотивирует нас и поддерживает создание косплея и полезных видео. До скорых встреч и пока!